Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня познакомим вас еще с одной переносной станцией, вот такой вот компактной, от компании EBRI, называется модель AR63. Работает она в 400 МГц, обещают здесь выходной мощности 5 Вт. Что нас привлекло в этой станции? Во-первых, корпус вот такой используется не только для обычных аналоговых станций, но есть еще в таком корпусе и станция, работающая в LTE, ну то есть сетевая. Нам было интересно посмотреть, как сделано, ну и насчет правдивости и характеристик тоже вставал вопрос. Здесь указана емкость батареи 5800, это понятное дело, что вранье, но насколько вранье нам нужно было выяснить. Ну и вообще интересный дизайн, посмотреть, как эта станция была сделана. Работает данная модель AR63 в 400 МГц. Какие каналы запрограммированы, мы сейчас проверим. Ну, то есть сделаем подробный обзор по всем характеристикам. Но начнем, как обычно, с комплектации. Начинаем. По комплектации смотрим. Поставляется станция вот в такой вот цветной коробке. Обратите внимание сразу, что здесь у нас указаны некоторые характеристики, в частности диапазон частот и мощность 5 Вт, да? Но я вам сразу скажу, что это большое сомнение у нас по этому поводу есть. Дальше объясню почему. Так, коробка, в общем, вот такая. Идет в комплекте сам прием-передатчик, аккумуляторная батарея 7,4 вольта и 5800 мАч. На самом деле батарея здесь имеет емкость 958 мАч всего лишь, то есть в 6 раз меньше заявленной, и напряжение здесь не 7,4, а 3,7. Ну, то есть одна банка вот в таком объеме стоит. Стояло бы две здесь банки, обеспечивая 7,4 вольта, тогда емкость была бы еще меньше, потому что нужно было два элемента поставить. Элемент здесь один, но он, естественно, вот такой вот малой емкости, то есть до 1000 даже мАч не дотягивает. То есть это первое разочарование и опять вранье. Вообще EBRI, я хочу сказать, что нам в последнее время станции эти не нравятся. То есть если брать из китайских дешевых станций, то, например, Retevis или TYT гораздо серьезнее относятся вот к этим надписям, то есть пишут правдивую все-таки информацию. Здесь же абсолютно ерунда по всем параметрам, то есть и 7,4 вольта соврали, и 5800 соврали, и скорее всего 5 Вт тоже соврали, потому что при напряжении на клеммах в 3,7 вольта добиться мощности 5 Вт очень сомнительно, поэтому сейчас мы, естественно, все это измерим, но я говорю, скорее всего, вранье, там ватта 2-3 максимум будет. Так, ну, в общем, литий-ионная батарея, фотографию я вам по емкости приведу. Дальше идет вот такая вот укороченная портативная антенна, длина у нее 5 сантиметров, с разъемом SMA розетка. Далее в комплекте идет вот такая одна единственная бумажка Basic Operation. Ну тут, в общем-то, особо рассказывать, конечно, нечего про эту станцию, но вот характеристики, да, давайте я посмотрю, я, кстати, не смотрел. 400-480, и здесь уже указано напряжение все-таки 3,7, то есть на самой станции неправда. Так, заявленная чувствительность, обратите внимание, 0,16 микровольта. Это мы тоже проверим. 16 каналов у нее, минус 30 плюс 60 тоже вранье. Литий-ионный аккумулятор при минус 30 не будет нормально работать. Ну, то есть на инструкцию можете сильно внимания не обращать. Идет вот такой стакан зарядного устройства с впаянным кабелем питания. Кабель питания заканчивается стандартной вилкой
в европейскую розетку, что хорошо. Так, выход 5 вольт, 500 миллиампер ток. Но если это правда, то тогда выгоднее все-таки станцию заряжать через штатный вот этот вот стакан, потому что есть у нее еще USB разъем Type-C. Через него ток заряда всего лишь 31/100 ампера, ну то есть 310 миллиампер. Это, конечно, мало. Даже для такой емкости батареи, ну то есть около 1 ампер-часа, да, станции нужно больше 3 часов для зарядки. Причем еще особенность, когда мы заряжали и смотрели напряжение текущее на адаптере, не напряжение в смысле, а ток, потребляемый при подключенной станции через USB Type-C. Так вот, максимум 310 миллиампер ток шел, но потом через некоторое время он еще и меньше становился, то есть еще заряд продолжался длительное время, но ток становился 0,2 ампера, 0,1 ампер, то есть вообще мы вот с 65% заряда ждали полного заряда аккумулятора, чтобы проверить емкость, около 3 с небольшим часов. То есть заряжаться она через порт USB будет очень долго. Дальше идет клипса, пластиковое крепление металлическое. И идет ремешок на руку. Комплектация вот такая. Так, далее конструктив станции смотрим. На передней панели съемная вот эта плашка зачем-то расположена и металлическая сетка, прикрывающая динамик. Микрофон вот в этом месте находится. Далее слева кнопка передачи резиновая и 2 программируемые кнопки. Сейчас, когда станцию включим, посмотрим, что за функции на них висят. Сверху антенный разъем SMA, вилка, индикатор работы и регулятор громкости, он же включение радиостанции. Вот этот регулятор выглядит красиво, но, к сожалению, он из пластика. Видите, уже я каким-то образом, то есть станция новая, уже нанес ему повреждения. Но давайте я вот специально еще сейчас уголком линейки попробую тирануть. Ну да, это нанесена краска на пластиковом просто основании, соответственно, она очень быстро у вас вся и затрется, и вот в таком неприглядном виде будет. Но так по дизайну, конечно, красиво выглядит. Так, теперь с правой, да, стороны у нас стандартный разъем для подключения аксессуаров, совместимый с радиостанциями аналоговыми Kenwood, ну, то есть самый распространенный разъем. Ну и вот тут плюсик большой USB Type-C. Ну, в смысле, он бы был большим, если бы хотя бы ток 1 ампер сюда заходил. 0,3 ампера это, конечно, мало. Ну и все, внизу ножки, здесь у нас 2 контакта питания. Аккумулятор ставится, соответственно, заводим, защелкиваем. Крепление у нас клипсы на аккумуляторе нанесены. Для установки в стакан 2 контакта расположены. И антенна накручивается таким образом. То есть радиостанция в сборе. Выглядит очень компактно. Цвета у нее, кстати, есть разные. Мы специально взяли такой цвет, потому что он достаточно необычен, да, для радиостанции. Редко встречается в таком цвете. Так, ну и по длине она вместе с антенной в районе 12 сантиметров. По ширине тоже она небольшая, буквально 4,5, даже 4,3 сантиметра. Так, теперь давайте взвесим ее тогда в сборе. 154 грамма. Как и вот единственная правдивая характеристика, что я пока увидел в документации, это вес этой станции. С клипсой, правда, 161, они пишут 155. Но
С этим-то проблем нет. Проблема в другом. Проблема в емкости и в мощности, скорее всего. Ну, в общем, переходим тогда сейчас к управлению, а потом к измерениям перейдем. Так, ну, с управлением, смотрите, все просто. То есть поворачиваем регулятор. Станция включается. Есть голосовая озвучка, кнопка передачи. Соответственно, верхняя кнопка переключает каналы. Нижняя кнопка, ну, в смысле, вверх переключает каналы. А нижняя кнопка переключает каналы вниз. Длительное нажатие верхней кнопки открывает шумодав. Нижний сообщает голосом информацию о заряде батареи, что, кстати, полезно. На данный момент батарея заряжена на 99%, как вы могли слышать. Соответственно, сейчас емкость, не емкость в смысле, а мощность, когда будем проверять, то батарея полностью заряжена. Посмотрим, сколько она покажет. Ну все по управлению. Индикатор работы здесь, то есть нажимаем на передачу. Загорается красным, на приеме будет зеленый, скорее всего. По поводу зарядки, когда идет зарядка через Type-C, то горит этот индикатор оранжевым цветом, когда полностью заряжен, синим становится, ну или голубым. Все, переходим тогда к измерению мощности сначала. Так, еще я вам один вопрос не уточнил, какие частоты, да, у нас на каналах. Так, это вот первый канал, давайте сразу я включу сейчас. И посмотрим, какие частоты запрограммированы. Так, 439, 750 первый канал. Странно. Так, второй. 438, 123, ну, наверное, 125. 438, 125. Так, третий, 437, 250. Так, четвертый, 435, 350, видимо. 350, так, это четвертый был. Так. Пятый. Пятый. 434, 175. Вот на нем мы сейчас как раз середины диапазона. На пятом мы будем тогда проверять мощность. Шестой. 432, 200. На уменьшение идем. Так. Седьмой. 439, 900. Нет. Опять пошло вверх. Так. Восьмой. 435, 75. Девятый. 437, 850. Так, десятый. 432, 100. 11. 433, 325. Вот, 11 LPD канал. 12. Странная, конечно, озвучка, но 12. 436, 175. 13. 435, 925. 13,
Так, 14. Да. 430. Ровно. Произношение у озвучки, конечно. 15. 434, 625. 16. И 16. 439, 900. Вот такие каналы зашиты. Странным образом, но 400 МГц раскидано. Так, ну что, давайте измерим тогда выходную мощность. Взяли мы середину диапазона, 5-й канал 434, 175. Станция, как я уже говорил, заряжена полностью. Включаем тогда приборчик. Вангую, что не будет и 3 Вт, но давайте оставим пока на 10 Вт шкалу. Смотрим. Ну да. Тут давайте я на 3 переключусь тогда на 3 Вт. То есть получается это вот эта шкала идет. Цифры у нас снизу, а риски сами сверху. Нажимаю на передачу. Меньше 1,5 Вт получается, да? Где-то 1,4 Вт она излучает всего лишь. Но позор, конечно, заявлять 5 Вт, на самом деле иметь 1,5 даже не иметь. Но это, конечно, стыдно должно быть. Я проверил еще и на других каналах специально, например, на 1-м. Смотрите. 2-й. 3-й. 4-й. 7-й, например. Ну, то есть ситуация стабильная. Так, ну что, давайте начнем проверять тогда токи потребления. Вот сейчас я 4 вольта подаю на станцию. Питание пока у станции выключено. То есть фактически нулевое потребление. Поэтому аккумулятор сможете вы без проблем оставлять на станции, разряжать. А на станция аккумулятор не будет. Фактически 0. Так, включаю питание. Так, 43 миллиампера. Я сразу скажу, что программное обеспечение я не смотрел и даже не хочу его смотреть, ну, так как станция нас разочаровала, поэтому глубоко в нее погружаться не будем. Я это к тому говорю, что включен ли здесь режим сохранения батареи, но скорее всего сейчас мы по токам потребления просто поймем, включен или нет. Если будут токи меняться, то понятное дело, что приемник будет в какой-то момент включаться и, соответственно, потреблять будет больше. Но, как вы видите, в принципе, все стабильно, да, 4,6 миллиампера она потребляет в дежурном режиме. Потребление, кстати, низкое, да, что радует. Давайте я тогда сейчас выжду 60 сэмплов. Явно уже, если бы режим сохранения энергии включался, то он уже бы, ну, видели бы мы на дисплее. Смотрим тогда 60 сэмплов и узнаем ток потребления в дежурном режиме. Так, ну вот выждали мы 60 сэмплов. Ток потребления 4,66 миллиампера. Ну, давайте 4,7 запишем тогда. Ей, в принципе, отличное потребление. Этот параметр у станции хорош. Так, теперь смотрим на полной громкости, сколько она будет потреблять. Я переключусь тогда на 5-й канал, потому что частоту знаю.
Хотя будем излучать с такой же станции, можно было и оставить 7. Так, все, я на 5 канале тогда. Проверяем. Минимальная радиостанция Эбри АР-63 на полной громкости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 178 миллиампер она на полной громкости потребляет. Так, теперь проверяем ток на передачу на полной мощности. Да, смотрим. Я специально на 2 ампера переключил, чтобы не выключилось питание при малом пределе измерения. Смотрим. Так, потребление максимально у нас составило 697 миллиампер. Так, ну что, смотрим время работы. Потребляет станция мало, да, 4,7 миллиампера. 178 миллиампер на полной громкости, 697 миллиампер на полной мощности. И реальная емкость аккумулятора 958 миллиампер час. В итоге получаем неплохой результат, потому что потребление в дежурном режиме низкое. 183,7 часа у вас будет станция работать в цикле 5-5-90. В общем, это хорошо, потому что станция потребляет мало. Плохо, если бы была реальная емкость аккумулятора, то понятное дело, что она бы вообще стала лидером по длительности работы. Но так тоже, в общем-то, нормально. Долго она у вас будет работать. Так, проверяем чувствительность. Смотрите, 434-175 я поставил, это 5 канал. На канале, видимо, стоит поднесущая, потому что, вот смотрите, я сейчас буду увеличивать амплитуду. Вот, минус 124, да, dBm. Индикатор приема загорелся, но шумодав не открывает динамик. Соответственно, стоит код CTCSS либо DCS. Но я сейчас шумоподавитель открою, и мы проверим тогда на слух, на какой амплитуде помеха будет подавлена полезным сигналом. Смотрим тогда. Я открываю шумодав. Ну да, минус 124, уже сигнал слышен, поэтому минус 124 dBm чувствительность на данной частоте. Так, теперь по избирательности смотрим. На 10 кГц я отстроился. Шумодав сейчас откроем, и с минус 124 dBm будем излучать на частоте 434-185, то есть на 10 кГц вверх. Отстроимся от рабочего канала. Посмотрим, насколько станция начнет принимать помеху, на какой амплитуде. Помеху на соседнем канале. Открываю. То есть, как видите, помеху здесь она еще не принимает, хотя на данной амплитуде, на несущей, уже, естественно, было слышно полезный сигнал. Поэтому смотрим теперь, увеличивая амплитуду, отстроясь на 10 кГц. Ну, то есть вот минус 100, да, 24 dBm мы отстраиваемся и уже помеху слышим. Поэтому 24 единицы на 10 кГц отступе. Ну, избирательность, то есть явно приемник построен на чипе прямого преобразования, и с избирательностью здесь не очень. Так, проверяем качество приема и громкость динамика. Громкость у нас установлена на полную. Шумомер фиксирует максимальные значения. Сейчас брошу, включу вновь. Как раз на середину динамика направлен вход шумомера. Проверяем. Станцию Эбри АР-63
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, смотрим КСВ штатные антенны. 400-470 диапазон. Есть минимальная КСВ на частоте, да, где-то вот так вот, 426-250. 1,9, 39,4 сопротивления. Ну, то есть она вот более-менее, она будет работать у вас где-то от 410, грубо говоря, да, до 442. Дальше уже она приближается к тройке, поэтому ее лучше не использовать, потому что можете выжечь передатчик. Ну, то есть так себе антенка, конечно, но хотя бы можно работать 400 вот на этих частотах, на 426. Проверил я ее на всякий случай 135-175, но, как видите, здесь ее использовать опасно. Бесконечность КСВ, поэтому для нижнего диапазона, естественно, она не подходит. Так, ну что, давайте подводить итоги тогда по поводу радиостанции EBRI AR63. Но самая главная проблема, то даже не в технических характеристиках проблема, а проблема во вранье. То есть в целом-то станция более-менее, то есть для кого-то она могла вполне подойти, если бы была указана везде правда. То есть было бы честно указана емкость аккумулятора, была бы честно указана выходная мощность. Потому что в итоге, станция вполне рабочая, то есть ее можно было бы использовать, но вот из-за того, что EBRI врет во многих очень местах, да, мы занесем все-таки эту станцию в черный список и не поставим ей больше 2 баллов. Вот именно из-за этого вранья. Так, теперь по поводу недостатков давайте остановимся поподробнее. Ток заряда через USB порт всего лишь 0,31 ампера. Это мало, конечно. Станция даже с таким ничтожным аккумулятором заряжается очень долго. Далее, напряжение на АКБ вранье, то есть нет 7,4, а 3,7 выходное напряжение, соответственно, мощность составляет всего лишь 1,4 ватта. Тут и не могло быть никак 5 ватт с таким напряжением на батарее. Дальше, емкость АКБ 958 мАч вместо заявленных 5800 мАч. Ну, то есть это вообще ужасный обман. Дальше, по мощности я уже сказал, заявлено 5 Вт, на выходе 1,4. И если вы заметили, по потреблению, потребляет станция мало, да, но все равно начальная фраза, когда я передавал, была потеряна. То есть прием передатчик, вот не сразу приемник включается, когда есть активность на канале. То есть все равно потребляет она здесь, то есть начальной фразы вы будете терять с работой на этой станции. Тоже в недостаток занесем. То есть где-то можно на некоторых станциях управлять, то есть режим сохранения энергии убрать, и она тогда не будет терять. Здесь же вроде потребление стабильное, но начальные фразы все равно теряются. Ну и все. В преимущество я могу записать только, наверное, 2 параметра. Это потребление низкое, 4,7 мА, и USB порт Type-C все-таки какой-никакой. Если вы зарядку где-то оставили, то можно зарядить, пусть долго, но аккумулятор вы зарядите. Но еще одна, наверное, в плюсы запишем. Антенна, вот эта короткая, более-менее еще рабочая, то есть 1,9 единицы КСВ на частоте 426. Единственное, что да, вот по частотам тоже непонятно. Первый канал 439 МГц, 439,
и последний канал, и вообще по всем, то есть от 430, грубо говоря, до раскиданы частоты до 449 случайным образом, то есть несколько только каналов попадает в наши безлицензионные частоты LPD, поэтому стоит вам, если вы станцию эту будете покупать, то придется скачать программное обеспечение и перепрограммировать, иначе вы будете работать в запрещенных частотах. Все, в программное обеспечение я даже углубляться не хочу, потому что станция ничего хорошего из себя не представляет, поэтому глубже мы ее изучать не станем. Все, на этом тогда закончим. У кого вопросы есть, задавайте в комментариях. Кому видео понравилось и было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго, до свидания.